Всех приветствуем на канале со сложным названием. С 1 марта в России изменились правила прохождения технического осмотра автомобилей. Сразу несколько законодательных изменений должны закрыть рынок серых диагностических карт, исключить махинации с фотографиями и ужесточить ответственность за непрохождение техосмотра. Появился новый штраф для российских автомобилистов, не прошедших процедуру технического осмотра. Теперь, если человек передвигается на автомобиле без свежего техосмотра, его могут оштрафовать ежедневно не более одного раза на 2000 рублей. Обязательно проходить процедуру нужно водителям автобусов, легковых такси, грузовиков и машин, предназначенных для перевозки пассажиров с 8 местами и более, а также для личных автомобилей россиян, которым больше 4 лет, и только в тех случаях, когда их нужно поставить на учет ГИБДД, зарегистрировать в связи со сменой владельца, а также внести изменения в конструкцию или поменять один из основных силовых агрегатов. Проверяться наличие диагностической карты будет физически сотрудниками ГИБДД, то есть переживать о штрафах с камер за просроченный техосмотр не нужно, поскольку нет возможности автоматически отличать легковой транспорт от грузового, определять год выпуска автомобиля и проверять возможное нахождение в реестре легковых такси. Технически у систем видеонаблюдения нет таких опций. Также Министерство транспорта изменяет требования к фотографиям автомобилей, проходящим процедуру техосмотра. С 1 марта машины нужно будет фотографировать со всех сторон. При использовании передвижных диагностических линий на снимках должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем, а любые фотоэффекты будут запрещены. Также экспертам, проводящим процедуру, нужно будет фотографироваться в полный рост и на фоне тестируемого автомобиля. Таким образом, планируется сократить количество фальсификаций. Так называемые фотошоперы наносят урон системе тестирования. Есть пункты ТО, которые имеют официальную лицензию и доступ к системе ЕАИСТа. Это позволяет им выдавать легальные диагностические карты, но, используя Photoshop, работают удаленно, вклеивая изображения автомобилей на фотографии своих площадок. С 1 марта произойдет сокращение пунктов прохождения ТО. Прогнозируется более 1000 закрытий подобных точек тестирования. До этого в России было зарегистрировано 4839 операторов, а после введения подобных ограничений останется около 1000. Сейчас подтверждение соответствия пока получили лишь 587 пунктов, а процедуру первичной аккредитации удалось пройти 694. Узнать, придется ли вам менять точку прохождения ТО, легко. Набираете в базе Министерства транспорта название и адрес оператора и получаете всю информацию. Ну или просто звоните в контору. На этом все. Кому новость была полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!